Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующие 2 недели, на остаток месяца июля, соответственно, для вашего знака зодиака, то есть для раков. Я напоминаю, что вы можете оставить свое сообщение, свой комментарий под этим видео, так я буду знать, что не зря я его записала. Также можете подписаться на мой YouTube-канал, кому это интересно. Буду очень-очень признательна и буду рада увидеть новых зрителей на своем YouTube-канале. Поэтому не стесняйтесь, подписывайтесь, чтобы не пропустить дальнейшие мои расклады для вас. Итак, первая карта, которую мы для вас видим, это самая, наверное, лучшая карта из кубков, из числовых арканов по кубкам. Карта десятка кубков. Она показывает такой, как финал хороший, да, счастливый. Это семья, это семейное счастье, это исполнение желаний в чем-то, достижение результата, особенно в сфере семьи, потому что эта карта изображает счастливый дом, и она очень такая позитивная сама по себе, но тут же рядышком есть 4 кубков, и она может говорить, что вы в чем-то испытываете апатию. Возможно, вам нужно быть осторожнее, потому что вы можете упустить какую-то хорошую возможность, которая перед вами здесь появляется, собственно, а вы почему-то ее не замечаете. И по 8 мечей, возможно, не замечаете, потому что вы в такой ментальной ловушке. Вы как будто себя ограничиваете от принятия хорошей возможности. Думаете, я недостаточно для этого хорош или хороша. Как будто недооцениваете себя. Или недооцениваете какие-то здесь возможности, соответственно, для вас. Не хотите выходить из этого состояния. То есть сами себя ограничиваете в своем мировоззрении по 8 мечей. И карта башня, которая здесь также у вас выпадает при таком хорошем начале, да, в виде этой десятки кубков. Тут же эта карта башня, она говорит о значительных изменениях, которые у вас могут здесь быть, или неожиданных событиях, которые встряхивают ситуацию. Боже, у меня аж карты чуть не упали. Встряхивают ситуацию, может быть, даже разрушают что-то для того, чтобы проложить путь к действительно чему-то стабильному, может быть, более счастливому для вас. Может быть, для того, чтобы вы вышли из этой ментальной тюрьмы, этой ловушки, в которой находитесь, в этой клетке по 8 мечей. То есть что-то вас прям сильно может пугать и вызывать апатию, отчаяние. Возможно, вам здесь придется столкнуться с тем, что здесь очень много хаоса, очень много какой-то такой вот бури эмоций, соответственно, и переживаний. Но они дадут возможность какому-то хорошему предложению или какому-то хорошему шансу, который вслед за этим хаосом придет. Тут же рядом с картой башни есть карта 2 пентаклей, как возможность в этой ситуации хаотичной балансировать, удержать равновесие, чтобы не упасть. Но при этом карта повешенной — это приостановка, которая будет вызвана этим событием, приведет к внезапному озарению, пониманию, осознанию происходящего, может быть, увидению в другой перспективе ситуации. Возможно, какое-то неожиданное событие происходит, или что-то ломается, или какой-то конфликт возникает, то есть какая-то встряска здесь происходит, и вы по-другому смотрите на ситуацию или на человека, видите все иначе, в другом свете, потому что карта повешенная здесь есть. Может быть, вы понимаете, что вам нужно выйти из состояния жертвы, или вы здесь находитесь в ситуации, где вы как будто бы в чем-то, как опять-таки себя ограничиваете, подвешена за ножку, здесь она в этих мечах, вокруг этих мечей, то есть вам нужно здесь взглянуть на ситуацию под другим углом, чтобы выйти из этой ситуации. И здесь будет какой-то толчок для этого, какие-то события, которые вас к этому подтолкнут и направят вас на лучший путь, соответственно. И 2 пентаклей, она здесь говорит о выборе, который вам предстоит сделать. Она показывает активность, которую вы здесь проявляете. И да, вы в повседневной жизни будете стараться ловко с этими всеми событиями справиться. То есть, не потерять равновесие, не упасть в грязь лицом, не потерять здесь себя в происходящем, то есть жонглировать будете этой ситуацией, несмотря на масштабную перестройку, которую вы здесь проживаете во второй половине июля. Следующая у вас карта 7 жезлов, и тут же 7 пентаклей, 2 семерки, которые говорят о том, что вы стараетесь занять оборонительную позицию, вы проявляете много мужественности, много решительности по 7 жезлов, то есть вы не опускаете руки, и по 7 пентаклей готовы вкладывать во что-то усилия, даже если вы сейчас этот результат не получаете. То есть вы настроены на долгосрочный результат,
И учитывая вот эти карты, эти две семерки, которые здесь у вас, соответственно, есть, я думаю, что здесь кто-то из вас может чувствовать, что вам приходится очень много работать, очень много бороться за сохранение, может быть, своего семейного счастья, но вы как будто не видите сейчас результата. И вы как будто бы видите, что вам бросает жизнь вызов, и вы занимаете здесь позицию защищаться как необходимость. Вы стараетесь защищать себя, может быть, своих близких здесь, свою семью от происходящего, чтобы не разрушать то, что происходит в вашей семье. Если у вас какие-то разрушительные процессы там на работе, допустим, происходят, чтобы это не влияло на вашу семью, то есть защищать это все. В какой бы ситуации вы не оказались, но вы здесь очень много вложили времени, усилий или денег в это все, и вы как будто бы сейчас находитесь в ситуации, где вы останавливаетесь, смотрите, сколько вы уже усилий вложили, сколько вы уже сделали, и думаете, стоит ли продолжать, или это все, или это разрушение, и больше уже ничего не будет дальше. То есть стоит ли это каким-то образом восстанавливать, выстраивать, отстраивать заново, или прилагать какие-то для этого усилия, соответственно. Карта следующая у вас есть туз пентаклей под двойкой пентаклей, есть карта Луна, опять-таки здесь с повешенным, с четверкой кубков карта Луна, то есть много сомнений, которые здесь приходят с этим разрушением, с этой башней. Много может быть по карте Луна даже какого-то ощущения, что вот вы накручиваете себя, гиперболизируете свои страхи, преувеличиваете свои страхи здесь по этой Луне. Луна, она приносит какую-то скрытую такую тревогу, которая выходит на поверхность. Страх о том, что что-то негативное произойдет, соответственно, накручивание себя. Может быть, вы чувствуете, что на самом деле вы, не знаю, боитесь тут рискнуть, к примеру. Или для некоторых из вас карта Луна — это как способ здесь освободиться от ситуации, уйти от ситуации, вот в такую в свою ракушку, да, спрятаться. Но вам нужно для того, чтобы изменить ситуацию, нужно предпринять определенные шаги. То есть вы не можете просто от нее прятаться. Да? То есть вам нужно здесь что-то разрушить, нужно рискнуть, нужно не бояться, нужно отбросить все страхи. И поэтому здесь эта ситуация, она притягивается Вселенной для того, чтобы эта встряска произошла, да, чтобы эти перемены были. Но по тузу Пентаклей это какие-то хорошие возможности для вас. И четверка кубков здесь показывает кубок возможностей. И туз Пентаклей показывает монетку, которая протягивается на руке. То есть это какая-то возможность, связанная с работой, с каким-то выгодным для вас предложением, которое может поступать, даже несмотря на то, что оно вас, может быть, пугает, но оно вытянет вас из эмоционального кризиса, в котором вы находитесь, или ваших страхов, в которых вы находитесь. И вы должны, проанализировав вот то, что вам дается в этот период времени, использовать эту возможность, которая пригодится вам, действительно даст хорошие результаты, даст хорошие плоды для вас. Пятерка мечей под восьмеркой мечей, четверка мечей снова под картой башня. То есть это правда вызовет какую-то остановку и паузу у вас в жизни, то есть прям серьезно вас затормозит и как забуксовать заставить, да, пробуксовать. Здесь может случиться что-то такое, что будет для вас действительно очень серьезным потрясением. Возможно, это просто, знаете, как просто, может быть, не настолько серьезная глобальная ситуация, но для вас она будет серьезным, чем-то очень эмоциональным потрясением. То есть, может быть, окружающими это не будет воспринято как какая-то прям трагедия, да, а вами будет. И поэтому здесь эти карты восьмерка мечей с башней рядышком выпадают. И вас это заставит по четверке мечей окунуться в свои ментальные страхи, в свои внутренние ощущения, заставит вас задуматься о том, что для вас важно, чего вы хотите. То есть вы начнете очень много заниматься самоанализом, самокопанием таким своего рода по этой карте. И эта пятерка мечей, которая указывает на недавний конфликт или на стремление к победе любой ценой, она показывает, что вы в любом случае как будто бы переживаете неприятный осадок в ситуации, в которую вы были вовлечены. И, может быть, вы даже в ней как будто бы формально выиграли, но не совсем довольны этим результатом. Может быть, здесь какая-то была борьба, где вы получили результат, но не совсем тот, который вы ожидали. Поэтому семерка пентаклей это заставляет вас по четверке мечей находиться в таком удрученном состоянии. Но и опять-таки здесь у вас есть как возможности, варианты, которые вам предлагаются, какие-то по семерке кубков, какие-то
какие-то варианты, которые вы рассматриваете, главное, чтобы они не были иллюзорными, чтобы они были действительно стабильными и сулящими какой-то хороший прогресс. Но по тузу Пентаклей, скорее всего, такой вариант имеется. Нужно просто умело его выбрать в происходящем. Потому что вот он есть, да, этот кубок, этот туз Пентаклей, наверняка этот вариант присутствует, и вы можете прийти к этому принятию решения через какое-то умозаключение, остановку, размышления, вот такую вот хорошую паузу, где вы покопаетесь в своих истинных ощущениях, что вам действительно нужно. Загляните как бы вглубь себя, в свое ощущение, интуитивно прочувствуйте это все. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для представителей знака Рак мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!